Добрый день, меня зовут Роман, и это видео для третьей статьи, в которой мы рассмотрим, как создать такое письмо в Stripe. В первых двух статьях я вам показывал, как адаптировать кастомный HTML под Stripe в таком виде, в котором можно просто редактировать текст и картинки. Во второй статье мы рассмотрели возможности по превращению контента в блоки Stripe. И в третьей статье, и конкретно в этом видео, мы пытаемся сделать точно такое же письмо, но на верстке Stripe, на чистых блоках и на структуре, которая предусмотрена в Stripe. Так, приступим. Выбираем любой шаблон. Начинаем с того, что создаем стиль оформления для всего письма. Это можно сделать на вкладке Appearance. Так, смотрим. Фон письма у нас белый и ширина письма 640 пикселей. Задаем 640 пикселей. Фон устанавливаем белым. В исходном письме нет отступов от края контента. Значит, повторим то же самое в нашем письме. 0,0. Верхние и нижние отступы у структур нужно оставить. Смотрим на основной шрифт письма. Он у нас темного цвета. Так, есть и ссылки также у нас темного цвета. Размер шрифта 14 пикселей. Вроде бы все так же. Что у нас еще есть? Межстрочное расстояние. Ну и вроде бы и все. Дальше у нас заголовки. Заголовки у нас есть вот в этих блоках. Возьмем отсюда цвет и размер. Цвет 21 пиксель. И установим заголовку H3. Размер 21 и цвет соответственно. Другие заголовки оставим без изменения. Шапка письма. Шапка письма у нас белая. Ссылки меню темные. Так, меняем цвет ссылок. Дальше футер. Футер у нас серого цвета. Найдем этот цвет в коде. Вот он. Копируем. Так, не туда. Тут исправим. Так. Ссылки тоже темные. Дальше кнопочка. Кнопка у нас красного цвета. Цвет вот он. Так, вставляем. Давайте для наглядности вставим кнопку в письмо. Так, избавимся от радиуса. Есть. И уберем границы. Тоже установим такой же цвет. Размер шрифта у кнопок у нас разный. У одной кнопки 15 пикселей, а у второй 12 пикселей. Адаптивность. Так, размер шрифта какой у нас для всего письма? 14. Оставим и для мобильной версии тоже 14. Размер заголовка H321, выравнивание по левому краю и кнопки пусть будет 16. Теперь начнем добавлять контент. В письме есть такая область, как предзаголовок. Скопируем текст предзаголовка. Так, добавим структуру с одним контейнером. Старую структуру удалим. Сюда добавим блок текст. И вставим наш текст. Так, выровняем его по центру. Так, размер шрифта. Какой размер шрифта? 10 пикселей. Угу. Цвет. Так, 10 пикселей. И цвет такой
для ссылок тоже. Далее. Цвет фона, предзаголовка. Вот он. Установим этот цвет для структуры. И уберем немного отступы. Есть. И добавим жирность, пожалуй. Так, дальше у нас шапка, в которой находится логотип и меню. Добавим новую структуру. Так, вот эту. Есть. И вставим туда блоки. Блок картинка для логотипа и блок меню. Дальше нужно вставить картинку с логотипом. Нам нужно загрузить их. Вот они у меня все сохранились. Я их просто перетаскиваю в Stripe, и он их все автоматически загружает. Дальше ищем наш вот логотип. Есть меню. Меню 4 ссылки. Жирность. Первая ссылка Hotels. Далее Cars. Flights. И Vacations. Добавим новый пункт. Vacations. Так, первый пункт у нас красного цвета. Скопируем цвет. Так, есть. Под шапкой у нас есть еще такая линия. Ее мы сделаем с помощью блока разделитель. Для этого добавим структуру. Так, уберем ее отступы. Теперь добавим сам блок. Тоже у него нужно убрать некоторые отступы. Так, ставим только нижний. Так, есть, да? В исходном письме слева от логотипа есть отступ, достаточно большой. И это меню справа тоже. Поэтому попробуем то же самое сделать в нашем письме. Добавим в структуре слева 20 пикселей, справа тоже 20. Так, пожалуй, еще и картинки добавим. 10 пикселей. Так. Так, что у нас на мобильном? На мобильном все красиво. В исходном письме я вижу сверху и снизу отступ поменьше, поэтому мы тоже его убавим. Так, похоже. Дальше в письме идет блок картинка, такой баннер на всю ширину. Добавим у нас полосу и блок картинку. Дальше из библиотеки выберем наш баннер. Вот он. Есть. Берем отступ сверху. Мешает. Наверное, убавим отступ у разделителя. Так. Наверное, еще убавим. Вот. Дальше. Наверняка есть альтернативный текст. Да, скопируем его и вставим сразу к нашему баннеру. Есть. Дальше идет еще один блок баннер. Просто скопируем нашу структуру. Так, и заменим картинку. Ставим alt-текст и для этого баннера. Теперь самое интересное — верстка карточки товара.
Для начала добавим структуру с двумя контейнерами. Так, это нам уже не нужно. Так, здесь у нас таблица из двух ячеек. Одна 160 пикселей, вторая 150 пикселей. Эта часть. То же самое. Так, нам нужно повторить похожую структуру в редакторе Stripe, но с помощью стандартных контейнеров в структурах не получится этого сделать, поэтому придется вмешаться в код. Сейчас я покажу, как это сделать. Это HTML структуры, и нам нужно найти ту часть, которая отвечает за контейнеры. Вот этот первый контейнер. Нам нужно сделать так, чтобы рядом был еще один контейнер. Поэтому возьмем вот эту ячейку таблицы, скопируем. Вот появилась она, но у нее неправильные размеры. Поменяем их на те же, как в письме. 160 и 150. Также нам нужно добавить еще и нижнюю секцию контейнеров. Здесь мы должны будем скопировать целую строку таблицы. Так вот. Так, и теперь попробуем добавить туда нужные блоки. Так, здесь у нас картинка, два текста. Тут картинка. Так, картинка, два текста и картинка. Далее у нас тут цена и кнопка, да. Это, пожалуй, будет блок HTML, тоже такой кастомный. Так, и кнопка здесь. Так, теперь нужно нам все это дело сразу вставлю контент необходимый. Так, это что у нас? Размер 22. И жирность. Здесь у нас 13 пикселей. Так. Картинка 3 звездочек, да? Находим. Нужно закрасить этот блок. Какой там цвет у нас? Такой вот, да? Так, смотрим. Теперь нужно выровнять картинку и изменить цвет текста. Белый. Так, и добавить отступов от края контента. 5 пикселей должно хватить. Есть. Теперь картинка. Ставим картинку с Торонто. Вот она. Дальше кнопка. Заменим текст кнопки. Поменяем отступы. Так. Так, дальше у нас идет блок с ценой. Посмотрим, как он здесь устроен. Так, это таблица с двумя ячейками. Так, и еще в первой таблице еще одна ячейка для того, чтобы добавить вот текст night. Странная компоновка, мы так делать не будем. Нам нужна
одна табличка с 3 ячейками, в каждую из которых мы вставим соответствующий контент. Добавляем в блок HTML нашу табличку из 3 ячеек. Оборачиваем контент в span и зададим класс ESDText, чтобы Stripe мог распознавать контент как текст. Таким образом. То же самое нужно сделать и с другим контентом. Контент в первой ячейке выровнен поверху. Добавим атрибут align top. Контент в последней ячейке выровнен по низу. И добавим атрибут align bottom. Дальше нужно посмотреть, какие размеры контента. Там здесь у нас 11 пикселей. Установим с помощью панели управления. Есть. И здесь у нас тоже 11 пикселей. Сделаем то же самое. Так, что у нас с ценой? Цена у нас 34 пикселя. Так, и цвет 34. Жирность и цвет. Дальше добавим отступов от края контента немного. 5 пикселей сверху и снизу. Ну и вот карточка товара практически готова. Осталось добавить рамочку. Так, для этого найдем в коде цвет этой рамки. Так, ага, вот он. D0, D0, D0. Рамку мы будем задавать таблице контейнеров. Вот она. Есть. Посмотрим, как выглядит блок на мобильной версии. Так, здесь у нас картинка с звездочками увеличилась из-за того, что ей установлена опция Responsive Image. Мы ее отключаем. Так, смотрим. Есть. И какой-то странный отступ внизу. Сейчас посмотрим. Так, это из-за специального класса, который добавляет отступ мобильной версии. Сейчас он нам не нужен, и мы его уберем. Так, тем не менее, это не помогло. Посмотрим еще раз. Угу. В другом контейнере то же самое. Уберем и отсюда ненужный класс. Проверяем. Так, внизу под ценой кнопкой тоже есть отступы. Тоже в контейнерах. Избавимся от них и в этих местах. Раз и два. Так, смотрим. Отлично.
Все красиво. Так, еще хочу уменьшить размер текста в кнопке для мобильных. Поставим его тоже 14. Так, и, пожалуй, еще нужно убрать внутренние отступы кнопки. Вот, так хорошо. Уберем верхний отступ структуры. И дальше нам нужно скопировать все, что мы сделали, в правый контейнер. Для этого откроем HTML редактор. Найдем нужную часть. Вот она. Скопируем и заменим контейнер нашим контентом. Так, дальше нужно только изменить контент. Тринадцатый и Лас-Вегас. Здесь у нас на самом деле 3 звезды, а не 4. Поменяем. И картинку нужно заменить на Лас-Вегас. Есть. Дальше поменяем цену. Еще у нас тут есть такая вот небольшая сносочка. Старая цена. Добавим ее тоже в наш блок. Перенос строки и наша цена. Так, еще нужно сделать зачеркивание. Еще нам не хватает обводки вокруг нового блока. Так, найдем его. Вот наш стиль. Скопирую и вставляю соответствующие таблички с контейнерами другого блока. Готово. Отлично. Смотрим, что на мобильной. Все хорошо. Добавлю еще неразрывный пробел вокруг цены, чтобы не так близко был контент друг к другу. Здесь и еще вот здесь. Так, и делаем то же самое в другом блоке. Так, и, наверное, вот тут. Нет, тут. Так. Посмотрим на мобильной. Все хорошо. По такому же принципу можно создать остальные блоки. Но мы этого делать не будем, просто скопируем существующий. Так. И просто потом нужно заменить контент внутри этих блоков. Тут все просто. Далее мы приступим к следующему блоку, вот этому. Для этого добавим структуру с двумя контейнерами. Ставим туда картинку. Так, два текста и кнопка. Кнопку выровняем по левому краю. Так, выберем картинку. Картинка. Вот она. Так, посмотрим, какие у меня размеры. 128, да? Нам нужно модифицировать нашу структуру таким образом, чтобы не было отступов между контейнерами. Для этого нужно указать контейнерам ширину, равную половине общей ширины, и убрать ненужные отступы. Так, здесь получается всего на 640, значит 320. Один контейнер должен занимать. Это первый и второй. Есть.
Так. Дальше картинку мы сбросим, она растянется по контейнеру. Ставим нужный контент. Заголовок. Выберем тут H3. Текст баннера. И кнопка. Так, размер ее тоже увеличим. Отступы немного убавим. Так. Даже вот так. Дальше нам нужно добавить отступы вокруг контента текстового. Для начала мы добавим рамочку вокруг всего блока. Так, цвет ее вот. И задавать мы ее будем таблицы структуры вот сюда. Угу. Произошло смещение из-за того, что толщина границы тоже учитывается в расчетах размеров контейнеров. Поэтому нам нужно контейнеры уменьшить на 1 пиксель каждый. 319 будет в первом контейнере и во втором. Так. Берем нижний отступ у этой структуры. Добавим отступы слева у контента, чтобы создать вот такой промежуток. Так, есть. Нижний отступ у кнопки можно убрать. Так, здесь чуть-чуть добавим. Есть. И с помощью блока разделитель добавим отступ сверху. Включим режим динамический и подберем нужный размер. Так, еще чуть-чуть. Так, ну и чтоб совсем точно вот так вот. По сути наш блок готов. Посмотрим, что на мобильной версии. Так, под кнопкой нет отступа, да, на мобильной версии. Угу. Добавим специальный класс для контейнера через HTML. Так, проверяем. Есть, красиво. Так, далее я бы добавил сбоку контента еще отступов для того, чтобы на мобильной версии контент не прилипал к границам экрана. Так, проверяем. Все отлично. Так, дальше нам нужно сделать разделитель между блоками. Добавляем новую структуру, вставляем блок разделитель, установим 20 пикселей, скопируем его. Так, здесь нам нужно удалить и заменим картинки. Есть и контент. Так. Так.
Так, и кнопка Find the Flight. Есть. Так, дальше приступим к футеру. Футер у нас состоит из двух контейнеров. Добавим наше письмо, структуру с двумя контейнерами. Так, это нам больше не нужно. Сюда нужно вставить блок социальные сети, блок текст. Так, слева блок текст нам тоже понадобится. И эту часть мы сделаем на основе блока меню. Готово. Скопируем контент. Выравнивание по центру. Жирность. Какой тут размер шрифта? 14, да. У нас тоже 14. Так, выберем одни иконки и удалим лишний пункт. Так, загрузим сюда картинку App Store. Так, а другую картинку Google Market. Так, сейчас нам нужно будет указать правильные размеры. Высота 36, да? Так, выбираем указание размера по высоте. 36. Есть. Верхний паддинг чуть-чуть уменьшим. Так. Можно сделать вот такое вот выравнивание картинок в ячейках. Теперь приступим к блоку соцсети. Так, здесь у нас черные иконки. Они выглядят разнопланово. Мы не будем вставлять эти картинки. Мы выберем из набора картинок Stripe. Можно было бы взять такие, да. Так, здесь Twitter, Facebook, Pinterest и Instagram. Twitter, Facebook. Добавим Pinterest и Instagram. Можно ставить эти иконки, просто логотипы, а можно сделать более их такими массивными, как тут. Выбрать, например, вот такие вот квадратные с закруглениями. Увеличим чуть-чуть расстояние и добавим сверху отступ. Так. Добавим отступа для структуры. Даже можно чуть больше. Дальше в письме идет второстепенное меню. Мы сделаем его тоже с помощью блока меню. Размер шрифта ссылок
И осталась последняя часть у нас, это копирайты письма. Добавим структуру, ставим сюда блок текст и скопируем текст копирайтов. Так, добавим некоторые переносы. Есть. И посмотрим, что там у нас с размером шрифта. Так, 11 пикселей и цвет 8. Есть. Есть. Касательно этой части, нам нужно скрыть хотя бы одну ссылку, чтобы строки не переносились. И здесь нам добавить немного отступа по краям. Идем в меню. Находим, например, Privacy Policy и скрываем для мобильных. Далее добавляем для блока текст отступов слева и справа. И проверяем. Вот теперь все красиво. Ну вот, пожалуй, все. Мы создали наше письмо полностью в Stripe. Спасибо за просмотр.